День 1634. Алекс на связи. Работа умного дома зимой и летом очень отличается, потому что это разная длина светового дня, разная температура воздуха на улице и, соответственно, разная тяга в квартире воздуха и приток воздуха с улицы тоже. Разная влажность на улице и влажность внутри. И поэтому, когда придумываешь какой-то сценарий зимой, очень многие вещи просто я забываю учитывать. Это то, что, допустим, может быть светло на улице и рано начинает светать, например. И зимой, конечно, я не учитываю и делаю сценарий так, например, освещение, которое просто включается или выключается без учета времени суток. Конечно, также еще и то, что разная температура, и зимой обычно очень холодно, и поэтому приходится думать, как согреть дополнительно квартиру, какие радиаторы использовать, как замерить температуру радиаторов центрального отопления. И совсем не думаю о том, как кондиционирование улучшить или вентиляцию улучшить, потому что в целом с этим нет никаких проблем. Когда пишу или перенастраиваю сценарий летом, то возникает другая проблема, что я вообще забываю о том, что нужно какой-то термостат настроить или там теплый пол, и у него какой-то должен быть режим работы. Я вообще, в принципе, могу сценарий отключить на лето и даже не вспоминать о нем, пока снова не станет холодно. И потом периодически хожу и думаю, что, наверное, надо все-таки заняться и настроить, потому что скоро станет резко, наступит зима, и нужно будет включать теплый пол или какой-то другой термостат. Например, у меня есть дашборды на базе iPad, которые не позволяют нормально регулировать яркость, и у них просто фактически установлена постоянная яркость, и просто за счет изображения я меняю эту яркость на пониже или повыше в зависимости от времени суток. Но зимой обычно очень темно, и я устанавливаю какую-нибудь яркость общую, максимальную, не очень высокой, а когда она, допустим, на улице стало совсем темно или ночью, то, чтобы не светило, я еще очень сильно понижаю эту яркость. С помощью специальной команды у меня отправляется на дашборд значение об освещенности, точнее, об яркости этого дашборда, этого экрана, и там от 0 до 100. И, соответственно, я отправляю практически 0, и у меня он так слегка светится для того, чтобы ночью, если я на него взгляну, то, в принципе, он не слепил глаза. Но на самом деле, когда летом солнце, например, начинает светить в окно, и, может быть, даже и не попадает на сам iPad, но, в принципе, в комнате так светло, что само изображение на iPad становится вообще, в принципе, невидимым, и приходится, конечно, увеличивать яркость на нем вручную, и она фиксируется до момента выключения этого iPad. И, конечно, ночью уже регулировки не хватает, то есть, в принципе, он начинает светиться ярко. Поэтому нужно сам диапазон увеличивать, максимальный, минимальный. И, конечно, это очень сложно учесть. И написать сценарий, который будет учитывать еще и погоду, точнее, солнечно на улице или не солнечно, уже, допустим, зима или все еще лето. Конечно, этот сценарий будет слишком сложным. У меня и так, в принципе, сам сценарий дашборда управления яркостью, наверное, самый сложный сценарий, потому что нужно, чтобы он и светил ярко, и светил не ярко, еще в зависимости от разных условий. И мне пришлось сделать так, что я не просто оцениваю освещенность в комнате и регулирую эту яркость. Сначала так у меня и было. Есть датчик освещенности, который просто измеряет освещенность и отправляет на сервер умного дома информацию. Дальше я уже смотрю, какой там диапазон, и слегка калибрую это значение и уже отправляю либо это 100% яркости на дашборде, либо 10% яркости. Но само изменение было достаточно быстро, происходило, где-то секунд 10.
требовалось в среднем на изменение этой яркости. Ну, это просто у меня с такой периодичностью проверяются эти сценарии, эти параметры. Но когда становится, например, темно, то в принципе получается, что зимой практически всегда темно, там и закрыта штора, но если включен свет, то уже опять не видно будет изображение на этом дашборде. Поэтому пришлось сделать хитрое правило, которое работает от значения выключателей света. И если включены определенные там светильники, то устанавливается яркость в районе 50%. Если включен общий большой свет, то устанавливается яркость 100%. И тогда получается, что в принципе он очень быстро регулируется, и сама яркость, она в принципе достаточно адекватна. Понятно, когда на улице светит ярко солнце, и я не буду включать никакие выключатели, и, конечно, нужно будет сделать так, чтобы он именно от значения яркости работал корректно. Это будет, снова правило очередной раз переписано, перенастроено, и приходится каждый раз и зимой, и летом делать разные правила. И, наверное, проще просто сделать два отдельных блока, которые будут прямо там с такой-то даты до такой-то даты там, или такой-то месяц работать. Это будет, наверное, проще, чем делать какое-то одно универсальное правило. В некоторых комнатах у меня сделано так, что за оценку яркости в помещении отвечает не датчик освещенности, хотя он тоже там есть, а стоит камера, которая, в принципе, делает снимок раз в минуту. И причем она еще может, если на самом деле сама камера снимает чаще, раз в секунду, и если резкое изменение размера картинки, то есть я получаю размер картинки в JPEG, и проверяю, если размер картинки сильно изменился, значит очень сильно изменилась яркость в комнате. И когда яркость высокая, то детализация выше и размер картинки больше. А если темно или не очень темно еще, в принципе уже сумерки, то, конечно, детализация падает и размер картинки в JPEG, он, соответственно, меньше. И если размер резко поменялся, то я отправляю в систему умного дома эту информацию, именно сам размер картинки, а не картинку. И, в принципе, я понимаю, что если там размер, допустим, 10 килобайт, то я считаю, что это очень низкая яркость. Если размер около 20 килобайт этой картинки, то это очень ярко, это значит нормальная яркость в комнате. И тоже, во-первых, регулирую и яркость дашборда от этого, и еще яркость ночника тоже могу от этого регулировать. В качестве ночника я там использую шлюз от Xiaomi перепрошитый. У него тоже есть встроенный датчик освещенности, и даже он, когда сам включается, он видит это изменение освещенности и тоже в систему умного дома отправляет этот сигнал. Конечно, он, в принципе, постоянно отправляет разные значения этой освещенности, и даже если, например, напротив окна или там напротив какого-то светильника прошел человек и тень попала на этот шлюз, то он тоже реагирует и тоже отправляет в систему умного дома. Поэтому верить такому значению не очень хорошо, и я на самом деле его не использую, хотя в принципе его сохраняю на всякий случай, может быть, потом проанализирую и решу, как отфильтровать эти значения. И даже, в принципе, была идея как раз определять, как будто это датчик движения, если он увидел изменения, то значит там ходит человек, и, возможно, нужно какое-то действие предпринять, там, свет включить или какое-то другое. Ну и, конечно, когда наступает лето, приходится подумать, как настроить термостаты, либо их вообще отключать, либо в какой-то другой режим переводить. Конечно, можно просто на них установить температуру, например, 24 градуса. И понятно, что обычно летом такой температуры не бывает.
и они фактически будут всегда в выключенном режиме находиться. И, допустим, если это обогреватель, то он не будет включаться. Ну, иногда я вообще, конечно, обогреватель могу там убрать на лето куда-нибудь или просто физически его выдернуть из розетки. Но иногда бывает, в принципе, достаточно прохладно, бывают прохладные дни. И, конечно, в этом случае заново доставать или заново перенастраивать не очень удобно. У меня сделано так, что это фактически в качестве термостата это выступает датчик температуры и влажности от Xiaomi и розетка умная от Tuya, тоже которая работает по Zigbee, и в нее просто воткнут обогреватель. И таким образом, конечно, включается или выключается в зависимости от температуры. И если температура упала, то он включается, если выросла, то выключается. Но есть еще отдельно логический выключатель, который, в принципе, переводит этот виртуальный термостат в режим выключено, и тогда уже на температуру он не реагирует. И, конечно, можно и так выключать, и включать его вручную, но это не очень удобно. И, конечно, все-таки лучше предусмотреть правила, которое будет отрабатывать корректно. Например, если это теплый пол, то даже летом иногда бывает хорошо, когда теплый пол, он все-таки теплее определенного градуса, и по нему-то приятнее ходить, и он, если там, допустим, что-то его протер, то он быстрее сохнет, то есть в целом он намного комфортнее, когда, конечно, он включен. И поэтому выключать его полностью, наверное, не стоит. Ну и у меня еще есть, конечно, одно помещение, которое зимой вообще практически не используется. Это балкон застекленный, ну, по сути, лоджия. Там зимой у меня просто поддерживается 4 градуса. Я его иногда использую в качестве холодильника, либо это какая-то дополнительная кладовка. Летом, конечно, это основное место, где, в принципе, стоят 2 кресла, и там проводится большую часть времени. И, конечно, хочется, чтобы и свет, и тепло на этом балконе поддерживались в комфортном состоянии.